Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Сегодня, как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times, и я, Дэн Стрелков. И уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые сигналы в виде торговых рекомендаций, прогнозы по волновой теории Ральфа Эллиота, также прогнозы по данным Чикагской товарной биржи и комиссии по торговле товарными фьючерсами. Также вы найдете обучение и чат. Приходите, вы никогда не пожалеете. И, друзья, сегодня, перед тем, как начать, маленькое объявление. После шатдауна вы знаете, что я не получал данные, собственно, фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи, так как комиссия по торговле товарными фьючерсами во время шатдауна в США не публиковала эти данные. А после шатдауна они постоянно отставали либо на одну, либо на 2 недели. И вот сегодня первый раз комиссия по торговле товарными фьючерсами опубликовала данные, которые прошли через наш скрипт, и мы теперь с вами видим, помимо опционного рынка Чикагской товарной биржи, мы еще видим, что происходит на фьючерсном рынке Чикагской товарной биржи. Два в одном, друзья. Это очень классно, поэтому сегодня мы рассмотрим вероятное движение торговых инструментов на предстоящую торговую неделю по евро, золоту и австралийскому доллару. Кстати говоря, потенциально хороших торговых инструментов на ближайшие 2-3 недели у нас сегодня на большой основной лекции было аж 6. Поэтому приходите в комьюнити Forex Times, узнаете о всех потенциальных торговых инструментах, по которым можно войти в рынок, причем войти в рынок несколькими отложенными ордерами по одному торговому инструменту и просто сидеть потом и курить бамбук, и балдеть, и смотреть на то, как ваши отложенные ордера открываются, и вы забираете прибыль. Ну что ж, поехали по евро, друзья. Значит, по евро сразу обращаемся к данным фьючерсного рынка и видим, что у нас произошел отток покупателей, а именно уменьшение покупателей на 18%. Ну, правильно, мы с вами видим нисходящее движение, которое в данный момент происходит. И на фьючерсном рынке у нас уменьшение покупателей на 18%. Но самое главное, что из этого нужно знать, это слово покупателей, что означает, что в данный момент на фьючерсном рынке Чикагской товарной биржи преобладают именно они. В данный момент покупателей больше, чем продавцов, а значит тренд восходящий. И теперь приступим к нескольким вариантам, которые возможны на ближайшую одну, может быть, 2 недели. Да, сразу следует сказать о том, что мы в комьюнити продаем евро, это продажа коррекционная, поэтому на следующей неделе, скорее всего, мы ее будем закрывать и уже будем рассматривать исключительно покупки, так как тренд все-таки восходящий. И первый вариант это, конечно же, треугольник, друзья. Классический треугольник А, Б, С, Д, Е и, собственно, прошу прощения, и, собственно, рост. Рост в направлении, как вы помните, уровня 1.20, 1.21. Что интересно в этом треугольнике? В этом треугольнике самое главное – это не пробить вот текущий минимум потенциальной волны АБЦ, волны С, по той простой причине, что если будет пробить этот минимум, то треугольник, а вот это уже второй вариант. Но в данный момент остановимся на первом варианте, и мы видим крупное скопление опционных контрактов put. Мы видим на уровне 1.1525, по-моему, ага, 1.1520, 1.1525. Мы видим максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам put, и мы здесь видим скопление опционных контрактов put примерно на миллиард американских долларов. И мы с вами знаем, что данными контрактами профессионалы на Чикаго
хеджируют свои фьючерсные покупки, то есть контракты на покупку. Следовательно, когда цена дойдет до уровня 1.15, 21, 15, 25, мы закроем нашу позицию и уже будем рассматривать именно покупки, исключительно покупки. Но здесь у нас есть скопление на 3 миллиарда, я вам более даже скажу, это скопление на 3 миллиарда еще увеличилось на миллиардик, то есть уже стало в районе 4 миллиардов долларов. И поэтому существует второй вариант развития событий, а именно треугольник, но который растягивается. Каким образом? А, Б, С, Д, Е и потом выход вверх. Таким образом, если цена полетит дальше на отработку этих 4 миллиардов долларов, то самое главное, это чтобы опять же не был обновлен вот данный минимум потенциальной волны А. Если он обновлен не будет, то в принципе вот этот растянутый треугольник, мы его и будем отрабатывать. То есть данный минимум будет обновлен, значит первый треугольник ломается, но второй вполне себе живой. И третий вариант, друзья, это тот вариант, если цена полетит на отработку 705 и 652 миллионов американских долларов двух опционных контрактов в пут. Но что-то я очень сомневаюсь, что цене профессионалы дадут пройти вот это скопление в 4 миллиарда. Потому что если здесь все опционные контракты живые, я не проверял, все ли живые, то есть не прошла ли по каким-то контрактам экспирация. Но если здесь все контракты живые, то в рынок будет запущено порядка 15 миллиардов долларов фьючерсными контрактами на покупку. 15 миллиардов долларов, учитывая, что вся капитализация торгового инструмента на фьючерсном рынке сейчас составляет 285 миллиардов 47 миллионов. Если сюда запустить 15 миллиардов, и это будет резкое увеличение покупателей, рынок просто выстрелит вверх. Но все-таки третий вариант я должен сказать, если цена пойдет на обновление минимума потенциально, как я уже сказал, волны А, то мы получим третий вариант, а именно плоскость с конечным диагональным треугольником в волне С. Зигзаг А, зигзаг Б и импульс в волне С. Импульс в виде конечного диагонального треугольника. Раз, два, три, четыре, пять. Отработка 705 или даже дойдет до 65 миллионов. После чего рост. Как вы могли заметить, я в трех вариантах везде написал рост. И вы можете сказать: Дэн, почему ты думаешь закрываться на ближайшем уровне поддержки, а не дождаться все-таки снижения? Еще раз, друзья, торговать необходимо по тренду. Если бы это было трендовое снижение, я бы ни в коем случае не закрывал, я бы давал прибыли расти, и после каждой коррекции я бы просто входил в рынок еще раз прошу прощения, на продажу. Но так как у нас коррекция, то торговать надо покупки. И это коррекционное снижение, почему бы мы по нему вошли, так только из-за того, что здесь было 3 миллиарда, вот здесь 3 миллиарда долларов, и здесь на миллионов 700 или 600 миллионов опционных контрактов в пут. Это очень много, и я подумал о том, что профессионалы не просто так выкидывают деньги в мусорку, потому что вы знаете, когда вы покупаете опционные контракты, вам деньги никто никогда за покупку не возвращает. Если вы купили на 100 миллионов, забудьте, все, у вас контракт на 100 миллионов. Если контракт не сработал, возьмите эту бумажку, выкиньте в мусорку, все. Ну или электронный контракт, все, он у вас не сработал. Экспирация прошла, он экспирировался, вы получили прибыли, ноль денег. Убытки вы не несете как покупатель, потому что вы уже их понесли, когда купили контракт, потому что эти деньги отправляются продавцу непосредственно в карман. Вот такие вот дела. Да. Так что по евро, в принципе, я думаю, что все понятно.
Золото. По золоту, смотря на тот беспредел, который сейчас творится в мире, смотря на то, как Трамп всем странам в мире показал, что международное право — это полная ерунда, и его можно выкинуть в мусорку, я не думаю, что в ближайшее время мы каким-то образом увидим снижение данного торгового инструмента. И на фьючерсном рынке мы видим увеличение покупателей на 9% и увеличение капитализации аж на 11% до 774 миллиардов 454 миллионов долларов. Это именно на Чикагской товарной бирже. Поэтому, друзья, я думаю, что в принципе мы увидим с большой вероятностью продолжение роста. И в данный момент, так, прошу прощения, сейчас переключусь. И в данный момент можно рассмотреть... Да что ж такое происходит? Сейчас еще раз переключусь. И в данный момент можно, в принципе, рассматривать буквально тут пару вариантов развития событий. Основным вариантом считаю рассмотрение продолжения роста, так как, в принципе, коррекция прошла через треугольник. Вы знаете, что треугольник — предпоследняя волна, собственно, три волны у нас есть. Можно рассматривать уже покупки. Либо есть фигура, вы знаете, двойной зигзаг. Один зигзаг прошел, сейчас коррекция, второй зигзаг, после чего импульс, зигзаг, и можно рассматривать покупки. И третий вариант, который, конечно, никому не понравится, но если только в том случае, если вдруг Трамп скажет всему миру, что любит, Израиль с Ираном помирятся, а Китай скажет: ладно, мы любим Тайвань, пусть они занимаются чем хотят. Это образование начального диагонального треугольника. Раз, два, три, четыре, пять. И после коррекции можно будет входить на продажу. Но я думаю, что если начальный диагональный треугольник начнет образовываться, мы с вами не лоханемся и не пропустим его. Ну, собственно, вот по золоту, наверное, и все, что можно было бы сказать. Что касается уровней, в направлении которых покупать, если честно, то в долгосрочной перспективе в данный момент профессионалы на Чикаго даже и не определились, потому что, насколько я понимаю, у них в данный момент максимальный открытый интерес по put и call опционным контрактам находится на одном уровне. Но я могу посмотреть скопление опционных контрактов call — огромное количество, а скопление опционных контрактов put, ну, совершенно рядом не стояло. Вот, поэтому я думаю, что пока мы еще будем видеть с вами рост данного торгового инструмента. И австралийский доллар существует в двух версиях, причем и одна, и вторая имеют место быть. Правда, на данный момент непонятно, какая из них отработает, да нам особо и не важно в краткосрочной перспективе. Я к чему клоню? Ни сверху, ни снизу нету никаких опционных контрактов. То есть опционный рынок Чикагской товарной биржи по данному торговому инструменту на ближайшие, скажем, 2-3 месяца пустой. То есть нам пока никто подсказки не дает. Но это пока, поверьте мне. Если профессионалы увидят возможность заработать, мы сразу получим с вами подсказку. Первое, что необходимо отметить, это данные фьючерсного рынка. Уменьшение покупателей на 47%. А это значит, что в данный момент мы находимся в коррекции. Да, реально в нисходящей коррекции, после чего мы будем покупать. Сейчас об этом я все скажу. И так как у нас уменьшение покупателей на 47%, это нам говорит о том, что рынок в данный момент имеет восходящий тренд. А теперь, как этот тренд может продолжиться? На самом деле это будет очень коряво, но поверьте, по правилам здесь все подходит. Первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. И таким образом я сейчас соединю, и вы скажете, что за маразм. Но на самом деле вот здесь, друзья, по правилам подходит начальный диагональный треугольник. Первая волна
импульсная, далее коррекция волны 2, далее раз, два, три. Этот минимум не поглощает этот минимум, а следовательно коррекция здесь имеет место быть в волне 3. Далее коррекция, которая сейчас развивается, четвертая волна, и нам не хватает еще пятой волны. У нас получается начальный диагональный треугольник, после коррекции и огромный рост. Это вариант номер один, который может развиваться вверх. Но, разумеется, существует вариант номер два, который может развиваться вниз, а именно первая импульсная волна – коррекция, и вторая импульсная волна – это зигзаг в волне W, потом, собственно, коррекция волны связки X, и в данный момент начальный диагональный треугольник волна А, коррекция волна B, далее импульс в волне C, это волна Y, после чего мы улетаем вниз после двойного зигзага. Это глобальная структура, и пока просто можете помнить, что существует два варианта с ростом и с падением. Ну да, я молодец, взял, натянул сову на глобус. А теперь буду не молодец и более детально рассмотрим, а именно профессионалам на Чикаго по-прежнему очень сильно нравятся уровни 0.68 и 0.6850. Собственно, здесь еще свежие опционные контракты появились и максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам PUT. То есть про эти два уровня без вариантов. Но у нас появилось свежих 207 миллионов долларов опционных контрактов Call на уровне 0,6950. Это большой вопрос, дотянем ли мы туда. Самое главное, это уровни 0,68 и 0,6850 на данный момент. И если рынок нам разрешит, то тяну... Да что ж такое сегодня происходит, прошу меня простить. То двигаться мы туда будем через зигзаг. А именно, здесь мне очень нравится вариант с треугольником. У нас есть импульсное снижение, далее треугольник и еще одно импульсное снижение, получается АБЦ. Коррекция, после чего рост. В направлении какого уровня? Посмотрите, пожалуйста, это уровень убытка маркетмейкера нижней границы прибыли диапазона маркетмейкера. То есть, вы помните, я рассказывал, есть у нас маркетмейкеры, которые предоставляют ликвидность на опционном рынке, и если цена до экспирации опционных контрактов выходит за пределы данного диапазона, то маркетмейкер, разумеется, будет защищать свою прибыль, так как чем ближе цена к нижней границе или к верхней, тем меньше прибыли на момент экспирации всех опционных контрактов по данному торговому инструменту получит маркетмейкер. А маркетмейкер – это организация не только, которая предоставляет ликвидность на срочном рынке Чикагской товарной биржи. Например, хотите вы купить на 100 миллионов опционных контрактов call, а где вы найдете контрагента? И им выступит маркетмейкер, который предложит вам действительно купить по определенной цене его контракты, собственно. Поэтому данный уровень убытка маркетмейкера, который он будет защищать, находится на уровне 0,66. И теперь, внимание, это были недельные опционные контракты, а теперь месячные опционные контракты, и на уровне 0,66, на том же уровне, находится максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам PUT и плюс еще 80 миллионов долларов опционных контрактов PUT. Это говорит о том, что если цена дойдет до этого уровня, профессионалы начнут входить в рынок фьючерсными контрактами на покупку. Следовательно, ждем с вами движение вниз. Давайте еще раз покажу вам через 4-часовой таймфрейм. Значит, треугольник, еще раз подчеркну, мне очень нравится. Так, все-таки линиями изображу его. Треугольник мне очень нравится, значит, импульс, треугольник и снижение к уровню убытка маркетмейкера. И здесь уже будем искать покупки. Сразу скажу, что большая прибыль по данному торговому инструменту
теоретически нам не грозит. Максимум, что в принципе можно будет забрать, это 250 пунктов. Поэтому процента 3 от баланса торгового счета при риске 1% в сделке забрать можно будет. Конечно, если вы увеличите риск там, с 1% до 3, то уже, конечно, можно забрать 9%. Но больше 3% не рекомендую никогда. Хотя я знаю людей, которые торгуют и по 5, и по 6% в сделке. Но там надо сидеть на такой верняк, на такую сделку сумасшедшую, чтобы там практически без вариантов, но хотя бы там процентов 75 в вашу пользу было и 35, ой, прошу прощения, 25% в пользу рынка. И тогда, в принципе, такие сделки можно рисковать по 5%, но здесь надо уметь сидеть и ждать, как охотник или рыболов в засаде, собственно. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Не буду вам, прошу прощения, уж не буду вам показывать другие торговые инструменты, переключая сейчас график, потому что вы увидите там всю разметку, которую я сегодня делал. Вот, а если захотите ее увидеть, присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, никогда не пожалеете, приходите, буду вам очень рад. Надеюсь, сегодняшняя лекция вам поможет заработать денежек, я думаю, особенно по евро и по австралийскому доллару. Мне очень нравится идея по австралийскому доллару с покупкой, а по евро покупки, собственно, могу даже показать эти уровни. Раз, два, ну и вот этот диапазон. 705 миллионов 652. Я не уверен, что мы туда дойдем, но если дойдем, вот, пожалуйста. Этот диапазон, по-моему, пунктов 200, 280, да. Следовательно, вы запросто можете что сделать? Вы можете просто-напросто, если цена дойдет до уровня 1.1520, купить, выставить стоп-лосс 100 пунктов, выставить лимитный ордер buy лимит, выставить стоп-лосс 100 пунктов, выставить buy лимит, выставить стоп-лосс 100 пунктов, выставить buy лимит. Все, сидите, курите бамбук, пока не увидите реальный разворот. Как только увидите реальный разворот, разумеется, вы уже будете в рынке. После реального разворота, а это будет импульс обязательно, и после коррекции вы выставите еще один отложенный ордер, но уже buy stop. Таким образом, вы по евро будете в рынке двумя торговыми ордерами и зарабатываете денежку в направлении уровня 1.20, 1.21. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Ну, по австралийскому доллару такую же комбинацию можно сделать, в принципе, без проблем на самом деле, но по австралийскому доллару лучше входить после импульса. Не надо здесь выстраивать комбинаций по той простой причине, что все-таки здесь есть еще пару уровней, от которого австралийский доллар будет отталкиваться. А так как всего на 250 пунктов теоретическая прибыль, здесь по 100 пунктов нету смысла стоп-лоссы выставлять. Следовательно, лучше дождаться импульса, коррекции и там уже подумать о входе в рынок. Ну что ж, друзья, надеюсь, всем было все понятно. Всем огромное спасибо. Всех буду очень рад видеть в комьюнити. Всем пока-пока.